Добрый день, друзья! 2 июля я зашла в арбузную теплицу. И что хочу сказать. Потихоньку арбузы восстанавливаются. Вот те арбузы, которые я благополучно оставила на сквозняке, то есть я им не закрыла вот эту щель, они пришли в себя и начали вот уже такие хорошие у них листья пошли. Начали расти. Они, конечно, будут позже, чем остальные, но ничего страшного. Остальные арбузики тоже замечательно себя чувствуют, по крайней мере, пока. У нас была неделя холодов, неделя была ночью плюс 10-15, плюс 10-13. Днем было пасмурно, шли дожди. Днем, если в теплице было тепло, то ночью было холодно однозначно. Но, тем не менее, арбузики растут. Вот этот сорт непонятный так и остается вот с такими листьями. Но есть арбузы с разными листьями. Вот есть арбузы с вот такими пятнистыми. Это не болезнь, у меня в прошлом году уже такое было. Это арбуз Бакадор. Вот у него такие пятнистые листья. Я так подозреваю, что вот это, скорее всего, тоже какая-то сортовая особенность, что у арбуза вот такие листья. Ну, по крайней мере, я думала, что это недостаток калия. Добавила в бочку сульфат калия, но пока, честно говоря, что мы видим? Вот внизу есть такие пятнистости, а вверху на новых листиках нет. Может быть, и помогло. Там внизу, конечно, заросли. Надо что-то с этим делать, но я боюсь обрывать, чтобы не занести инфекцию, потому что на дыньки у меня заболели. Дыньки я уже обработала, а вот здесь я боюсь, что если я пообрываю, то вот в это вот отверстие попадет инфекция, и растение может заболеть. Вот какой интересный, смешной арбузик завязался. Опять же, после того, как прошли холода, женских цветов на растении стало значительно меньше. Несмотря на то, что завязались еще далеко не все плети, женских цветов нет. Но я знаю по прошлому году, что это поправимо. Неделя тепла, и женские цветочки снова появятся. Ну, а те арбузики, которые уже завязались с прошлого раза, они, конечно, потихоньку подрастают. Вот они тут в люлечках у меня лежат. Честно говоря, я пока не тороплюсь, потому что еще только... Ой, жарко в теплице. Еще только 2 июля. И я думаю, что все будет хорошо. Главное, чтобы не заболели плети. Для того, чтобы они не заболели, тут максимально и проветривается. И я их обрызгала, чем-то я обрызгала, хомом я обрызгала на всякий случай. Обрызгивала дыни, обрызгала и арбузы хомом для профилактики. Тут вот рядышком зреет виноград. Виноград чувствует себя хорошо. Так что арбузы по состоянию на 2 июля потихонечку подрастают. Вот такие замечательные маленькие завязи. Вот видно, наверное, пятнышки на нем. Вот. Опыляют у меня арбузы в этом году пчелки. Я в этом году поняла, что у меня жужжат они по теплице. Вот и сейчас слышно, что жужжат. Это непонятно с какой стати, потому что никогда у меня пчел по теплице не летало в июле месяце. Мне всегда приходилось опылять все вручную. Чем я удобряю? Толком ничем. Лунку я заправила. И я уже рассказывала в ролике про помидоры, что у меня стоит вот такая бочка. И в этой бочке у меня полив, капельный полив на всю теплицу. Одна бочка 200-литровая на 80 растений. Поливается одновременно и арбузы, и огурцы, и помидоры. И раз где-то пару раз в неделю я добавляю в эту бочку какую-нибудь вкусняшку. То есть это может быть удобрение 20-20-20 водорастворимое, может быть сульфат калия, может быть сульфат магния. О, у меня кузнечик сидит. Вот он. Надеюсь, он не принесет никакую сюда инфекцию. Главное, я так поняла, арбузу должно быть тепло. Если арбузу тепло, он будет расти.
Если арбузу холодно, смотри, какой листик интересный, я бы сказала, что это недостаток чего-то, но рядом растут арбузы, абсолютно рядом, с точно таких же условиях, но с нормальными листиками. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, какая-то сортовая особенность. Возможно, это будет желтый арбуз. Что у нас тут растет? Нет, это у нас растет не желтый, это у нас растет астраханский. Ну, такой вот он растет. Нет, наверное, все-таки нужно будет прищипнуть верхушки, потому что, во-первых, они уже лезут мне на дорожку, а во-вторых, о, летает пчелка, пчелка, причем именно пчелки летают. О, вот там шмель сидит на огурце. Ой, улетел. Вот, поэтому мне удалось в этом году не опылять арбузы, это приятно. Удобрять удобряю все вместе. Обрызгивать обрызгала хомом один раз. И вот теперь жду урожай. Теперь на солнышке сижу и ножками болтаю. Очень надеюсь, что скоро будут арбузики, которые можно будет кушать. Ну как скоро? Вот такой арбузик, он должен 40 дней. Ой, надо же повесить. Надо повесить эти этикеточки, когда у меня завязался какой арбузик. Потому что если не повесить, то потом я просто запутаюсь и забуду. И не буду знать, что мне делать с этим арбузом. Ждать мне еще, когда он будет, когда он поспеет, или уже нужно срывать. Дело в том, что на тепличных арбузах не работают никакие схемы с сухими усиками, с сухими лопаточками, потому что уже неоднократно я сталкивалась. У меня была надпись, что арбузу уже там 40-50 дней, что его уже можно вовсю срывать, а у него и усик, и лопаточка были зеленые. И наоборот, когда усик и лопаточка уже засыхают, а арбуз еще не поспел. Поэтому обязательно сейчас нужно подписать те завязи, которые уже завязались, чтобы знать, от какого момента отсчитывать 40-50 дней, чтобы кушать потом вкусные арбузы. Так что всем удачи, всем хороших урожаев, всего самого наилучшего.